Друзья, всем привет! Меня зовут Денис, если кто не знает, и я занимаюсь ремонтом эндуро мотоциклов. Ну а в этом ролике, как вы уже поняли, речь пойдет про реставрацию колес от эндуро мотоциклов. Вот такая пара колес от SUZUKI DJEBEL250 появилась у меня в мастерской. Здесь вы их уже видите полностью вот реставрированную и готовим. Помимо реставрации, мы эти колеса еще будем с вами адаптировать для SUZUKI DRZ400. Про переднее колесо и его адаптацию я уже снимал ролик на канале. А вот про нюансы работы с задним колесом и как его правильно адаптировать, я вам расскажу в этом ролике. Нюансы там небольшие, отдельный ролик мы снимать не будем, но подробно остановлюсь в процессе. Так что, друзья, начинаем.
Друзья, в начале ролика обещал вам рассказать про тонкости переделки заднего колеса от Джебеля под ДРЗ. И пришло время об этом вам рассказать. Смотрите, тут все будет у вас упираться в основном в задний тормозной диск. Если вы эти колеса будете ставить на S-версию, то вот этот диск родной от Джебеля имеет 220 мм, станет под суппорт S-ки отлично. Вот диск от S-ки. Такого же диаметра, просто он имеет другое крепление. Вам ничего менять не надо, оставляйте джебелевский диск и ставите. Но это редкий случай, в основном эти колеса переделывают под версию SM, и вот тут возникают некоторые сложности, потому что у SM диск стоит на 240 мм. Сейчас накинем, вот это диск от версии SM, там суппорт имеет вылет больше под больший диск, и вот тут начинают сложности, потому что диаметр диском не совпадает. Я когда-то пробовал переделать, то есть вот так смещал отверстие, размечал это все, сверлил, нарезал резьбу, с обратной стороны наваривал мясо, потому что вот эта сама часть тоненькая, чтобы нарезать мне резьбу и надежно держать тормозной диск. Все это было надежно, конечно, но выглядело несколько колхозно, и такой вариант мне, конечно же, не понравился. Я искал пути решения, и я вам скажу, ребята, я их нашел, они очень изящные. Отличный. Смотрите, вот такой диск я изготовил на заказ. Крепление как у Джебеля. Он 240 миллиметров. Как видите, можно даже сравнить с родным SM-овским. И все, это крепится болт-он. Выглядит как завод, никакого колхоза. По мне, так оптимальное решение. Ну и что еще касаемо заднего колеса. Подшипники здесь такие же, как в европейской версии ДРЗ, где не разрезная ступица. Вот сальники и проставки. Сальники и проставки я использую от ДРЗ, потому что они мне больше нравятся, потому что они у Джебеля меньше своим размером, под другой сальник. В принципе, не принципиально, но мне так больше нравится. Звездочку вы можете использовать ту же самую от Джебеля. Ну, если мне память не изменяет, по-моему, там от европейской ступицы должно подходить и ДРЗ. Ну вот, в принципе, все нюансы, поэтому отдельный ролик по заднему колесу я не снимал. На канале есть также ролик про переднее колесо от Джебеля, там переделки более глобальные. Кому интересно, найдет на канале и посмотрит. Друзья, ну вот и закончили мы с вами реставрацию этих прекрасных колес. Эти колеса будут выставлены на продажу. Если у вас возникли вопросы, пишите внизу комментарии, я обязательно все прочитаю, всем отвечу. Если же у вас есть запросы на ремонт, либо реставрацию колес, мой телефончик будет также в описании. Свяжемся, все обсудим. И гибкий подход к каждому клиенту – это девиз моей мастерской. Так что всех жду, обращайтесь. И до новых встреч, друзья!